Руны – это символы, создающие единую систему, с помощью которой можно найти объяснение происходящему всего в этом мире. Когда впервые люди услышали о рунах, сегодня вам не скажет никто. Ясно лишь только то, что прошло очень много времени от того момента до сегодняшнего дня, когда мы проявляем интерес к рунам. Каждый из нас по отдельности. И когда у нас проявляется нужда в знаниях, в информации об этой древней практике, мы пользуемся все одними и теми же способами по добыче этой информации. И первый вопрос, который мы задаем сами себе: почему информация из разных источников звучит по-разному, и суть ее временами отличается вплоть до противоположных значений. И вот сегодня я вам расскажу о 8-й руне рунной системы, руне Вуньо. Мое знакомство с этой руной началось с названия Вунья. Также можно услышать название этой руны как Винья. Единственное, что можно сказать наверняка, что у всех начало звучания руны звучит одинаково. Меняется лишь только окончание. Это легко объясняется тем, что те руны, которые мы с вами изучаем, относятся к так называемому старшему футарку. Само понятие футарк появилось после того, когда руны преобразовали в алфавит. Тот обычный алфавит, состоящий из букв, который каждый из нас учил в школе. В те года, давние года, наука приписывает их к началу 2 веку нашей эры, руны преобразовали в алфавит, но все это произошло из уже существующих символов. И по территории тех северных земель разнеслась информация о названии рун, относящих к старшему футарку. И в зависимости от особенностей языка и диалектов тех народов, которые давали название этим рунам, менялось окончание, но начало оставалось у всех одинаковым. Поэтому давайте не будем уделять большого внимания названию этой руны, а уделим больше внимания самой сути этой руны в рунной системе, состоящей из 24 рунных символов. Чаще всего в поисках информации об этой руне вы будете встречать такую информацию, что это руна радости и руна веселья. И когда-то я давно, в начале своего пути изучения рун, поверил этой интерпретации и решил воспользоваться силой руны Вунья. Я создал себе кулон, на котором начертил эту руну, и носил ее с собой. Я не помню, сколько времени прошло, день, два, но это точно было не более недели. Я попал в аварию вместе с этой руной, находящейся в тот момент со мной. Я ехал на минивэне, грузовом минивэне, у которого не было задних и боковых стекол. То есть это был фургон. Уходя вправо, я зацепил мотоциклиста, которого сбил, повредив ему транспорт и руку. Что и бывает в таких ситуациях, на место происшествия были вызваны соответствующие органы, которые оформили ДТП, после чего был суд и все вытекающие последствия. После этого момента я никогда в жизни больше не относился к 8-й руне, как к руне радости и веселья. После тех происходящих событий в моей жизни произошли серьезные перемены, как оказалось, в лучшую сторону. Но тогда я этого не понимал. Чертя руну Вунья, я хотел каких-то позитивных событий в своей жизни. Но когда случилось это ДТП, и у меня была ситуация, что у меня могли забрать права, а я в тот момент был полностью привязан к автомобилю. Весь мой доход заключался от того,
что я сидел за рулем и перевозил определенные грузы. Мне тогда совсем было не до радости и не до веселья. Но сути происходящего, что произошло у меня с этой руной, я тогда не понимал. Я это все понял намного позже, когда более плотнее стал ощущать руны. Понимаете, я много раз вам говорил, что нельзя давать интерпретацию рун, исходя из каких-то физических объектов, а в случае с руной Унья приписывать какому-то эмоциональному состоянию. Все руны описывают суть происходящих процессов. Любая руна описывает определенный этап в творении происходящего чего-либо. Я постараюсь навести вам пример сути значения 8-й руны, исходя из интерпретации веселья. В одном городе живут в разных местах мальчик и девочка, которые вследствие времени растут. Ставая подростками, они знакомятся, после чего они влюбляются и называют себя парой. У них происходят так называемые встречалки. Становившись старше, они проводят больше времени друг с другом. По истечении нескольких лет, испытав друг друга на чувства, они принимают решение сыграть свадьбу. И вот на свадьбе, когда собралось много гостей, все радуются, есть веселье. Можно сказать, что это руна Вунья. Но суть руны Вунья не в радости и не в веселье, а в том, что по прошествии какого-то времени в процессе происходящих событий произошел тот этап, который подчеркивает 8-я руна, руна Вуньо. Люди подтверждают свое отношение друг к другу, сыграв свадьбу, пригласив гостей и утвердив в своей судьбе тот этап, что они решают жить вместе. После этого вечера и после этого веселья и всей радости, завтра утром, когда они проснутся, их будут называть мужем и женой. Прошел этап объединения двух сердец. И после этого вечера радости и веселья их будут называть мужем и женой. Они создадут семью. Руна Вунья подчеркнула этап завершения встречалок, ихнего знакомства, проверки ихних отношений. Не зря руна Вунья занимает 8-е место в рунной системе. И также она занимает завершающее место в первом эте. Вы могли слышать о том, что рунный строй делят на 3 эта. И при этом каждому эту приписывают разное значение. Но время идет, и эту молодую пару теперь называют мужем и женой. Я думаю, для вас не будет новостью, но очень часто в жизни случается так, что люди после этих радостных событий, когда сыграв свадьбу, через какое-то время разводятся. Кому-то нужен год, кому-то 2, кому-то 10, но, увы, такое случается. И вот теперь представьте себе ситуацию, что муж и жена живут и грызут друг друга. То есть изо дня в день в процессе происходящих событий они подталкивают друг друга к тому, чтобы пойти в ЗАГС, но только уже по другой причине. Не для того, чтобы объединить сердца, а для того, чтобы их разделить. Но суть происходящих процессов остается одна и та же. Когда в первом случае молодые люди, убеждаясь в любви, подталкивали друг друга для того, чтобы объединиться, то уже после этого в процессе каких-то событий и происходящих процессов они подталкивают друг друга к тому, чтобы пойти и разойтись. И в тот момент в ЗАГСе, когда они получат развод, произойдет тот же самый процесс происходящих событий, который был тогда, когда они сыграли свадьбу.
Но только в этом процессе уже не будет накрытых столов, не будет музыки, не будет гостей, одним словом, не будет радости и веселья. Но суть происходящего будет одна и та же. Будет завершение этапа, подтверждающего 8-й руной Вунья. Поэтому руна и занимает 8-е место в системе рунных знаков, тем самым завершая первый эд. Давайте вернемся с вами к рунной схеме, которую я вам показываю с самого начала. В процессе происходящих событий образовывались руны, и в ходе творения 7 рун на рунной схеме проявляется 8-я руна. При образовании руны Вуньо можно четко увидеть тот факт, что на схеме образовалась целиком вертикальная черта, принадлежащая времени то, что происходит. Это событие произошло впервые, спустя 8 рун. Именно с руной Вунья время то, что происходит, становится полностью заполненным, подтверждая тот факт, что процесс происходящих событий во времени то, что происходит, завершен. Это и подтверждало то событие, когда люди приняли решение для того, чтобы сыграть свадьбу, а впоследствии, исходя из выдуманного мною примера, эта же пара приняла решение, чтобы разойтись. Когда я вам наводил пример про мое ДТП с руной Вунья, я в тот момент думал, что происходят какие-то ужасные события, и не этого я хотел от этой руны. Но понимаете, в тот момент я был зависим от определенных вещей, происходящих в моей жизни. Буду с вами откровенен, я очень круто подвис на одну из онлайн-игр. Это было давно. Онлайн-игра, которая требовала от меня каких-то определенных финансовых вкладов, но больше всего она забирала у меня очень много времени. Я в ней был по-настоящему крут, и для меня это было настолько важно, что я готов был отдавать целиком все свое время. Когда произошло это ДТП, я настолько отвлекся от этой игры, что я ее забросил. Завершился этап, который длился долгое время, когда я развивал своего онлайн-героя в этой игре. Я завязал с этой игрой, и это была суть происходящего, того, на что повлияла руна Вунья. Но тогда я этого не понимал, я это понял позже. Когда я создавал кулон с 8-й руной, которая завершает первый эд, я хотел перемен. Я хотел событий, которые бы внесли бы радость и веселье в мою жизнь. Но когда случилось ДТП, я этого не понял, потому что именно в тот момент мне было тяжело. Суды, экспертизы и много разной волокиты связаны с этим процессом. Но когда все закончилось, мне на руки вернули права, история забылась, меня не тянуло к этой онлайн-игре, в которой я уже висел пару лет. Руна Вунья освободила меня от этой игры, в процессе чего у меня появилось много времени, а самое важное, прибавилась большая вера в руны. И вот исходя из моей ситуации в тот момент, можно сказать, что я объединил свое сердце с рунами, как объединила пара из моего примера. Но я развелся с игрой, отделив свое сердце от этой игры и освободив себя к чему-то новому.
Поэтому очень важно ощущать и понимать руны как процессы, происходящие во времени. Процессы, которые имеют определенные этапы. Этапы творения во всем. Я с полной уверенностью могу вас заверить в том, что если вы попытаетесь ощущать руны именно так, ваша взаимосвязь с ними улучшится. И с улучшением этой взаимосвязи у вас появится вера. И именно вера поможет вам преодолеть тот барьер, который сейчас стоит на вашем пути. На сегодня у меня пока все. Вы были на канале Фортусита, где я рассказываю свой рассказ о рунах.